Всем привет! В этом выпуске я расскажу, а вы дополните в комментариях про уникальный жилой дом, расположенный в самом центре Харькова. Он построен в стиле сталинского ампира. Это здание является одной из главных достопримечательностей города, его архитектурным украшением и входит в список 7 чудес Харькова. Дом со шпилем. Это полноценный квартал на площади Конституции, который ограничен непосредственно самой площадью, Московским проспектом, переулком Короленко и переулком Армянским. Ко времени начала строительства дома со шпилем площадь, довольно сильно пострадавшая во времена войны, высотных зданий не имела вовсе, а те немногие небольшие домики, которые там находились, были практически полностью разрушены. В 1950 году на этой площади Харьковский турбинный завод начал строительство жилого дома для своих сотрудников. Проект дома со шпилем разработал архитектор Орешкин в характерном для того времени советском монументальном классицизме. Следует отметить, что уникальность сталинского ампира как архитектурного стиля заключается в сочетании, казалось бы, несочетаемых между собой элементов барокко, ампира эпохи Наполеона, позднего классицизма, помпезности, монументальности и величественности. Отличительными чертами стиля являлись ансамблевая застройка улиц и площадей, причудливый синтез архитектуры, живописи и скульптуры при одновременной разработке традиций русского классицизма и использовании архитектурных ордеров и барельефов с геральдическими композициями и изображениями трудящихся, и как неизбежный результат оптимистическим настроением всего сооружения. Всего в Харькове возвели 4 аналогичных здания, но в хрущевский период времени этот архитектурный стиль уже не применяли. В 1954 году было завершено строительство главной 7-этажной части дома с 11-этажной башней, венчающейся шпилем. Он-то, собственно, и дал общее название новому сооружению, сочетая классические пропорции и основные символические мотивы во внешней отделке. В 1967 году закончили строительство 9-этажного крыла дома со стороны Армянского переулка, в котором разместили почтовое отделение. Это крыло строилось в период борьбы Хрущева с архитектурными излишествами, и потому оно абсолютно безлико в архитектурном плане. Нумерация квартир здания начиналась с 3-го этажа башни. Высота этажей в башне более 4 метров. В данной башне выделялись просторные квартиры, по 2 квартиры на каждом этаже с 3 по 10 для руководителей и ведущих специалистов. В частности, главный конструктор завода академик Леонид Шубенко-Шубин получил квартиру номер 5. В свое время дом со шпилем имел еще одно народное название – «Книжный мир», по одноименному магазину, занимавшему в 1950-1990-е годы первые этажи дома на площади Конституции. В годы независимости площадь магазина постепенно уменьшалась, а в 2010 году его полностью ликвидировали. А еще на 1-м этаже башни изначально располагалась булочная кондитерская, а на 2-м – парикмахерская. В крыле по переулку Армянскому располагалось большое отделение связи и телефонный переговорный пункт Министерства связи. Крупные многоэтажные дома-комплексы с магазинами строились только в городах-миллионниках, характерных для послевоенного периода богатых архитектурных формах, как правило, занимая целый квартал по периметру. Дом со шпилем печатали и печатают на открытках, да и смотрится он очень оригинально, как памятник архитектуры сталинской эпохи. Дом удачно дополняет ансамбль площади Конституции. Для нас это привычный советский стиль, а вот иностранцы специально приезжают на него посмотреть, так как этот стиль, сталинский ампир, был характерен только для Советского Союза. Кстати, построен дом строительной компанией «Жилстрой-2». Это одно из самых высоких зданий Харькова, высота 65 метров. Многие, кто приезжает поглазеть на уникальный дом, отмечают его сходство с киевским кинотеатром «Дружба». Кто-то находит сходство с МГУ, а кто-то с Aspire State Building. И действительно, вечером при соответствующей подсветке здание кажется совершенно другим. Это поражает многих туристов.
А какой замечательный дворик дома после обновления, можно засмотреться. В 2008 году в Харькове проводился конкурс «7 чудес Харькова». Дом со шпилем занял 6-е место. В ноябре 2009 года на площади архитекторов была установлена уменьшенная копия дома со шпилем, создателем которого является Сейфадин Гурбанов. Дом со шпилем не просто пытается быть отдельным островком архитектуры посреди безликих улиц. Дом и его окружение умело вписан в город. Это создает вау-эффект с первых секунд и не отпускает пока это чудо в поле зрения. Это одно из первых мест в Харькове, которое необходимо посетить и сделать несколько фотографий на фоне этого прекрасного архитектурного творения. Я благодарю всех зрителей канала за просмотр. Если вы любите город Харьков так же, как и я, если он вам интересен, этот канал для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Как всегда, до новых встреч. С вами был Алекс Моторный. Всем здоровья, мира и добра.